Только приехала на Дерибасовскую, зашла в горсад и уже слышите сигнал воздушной тревоги. Сейчас угроза баллистики. Вроде бы не на Одессу, но тем не менее все сразу смотрят в телефоны, есть для нас опасность или нет. Суббота вечер, люди приехали отдохнуть, но видите, что делается. Как всегда, нам не дают это сделать. Сегодня суббота, вечер, и всем привет из прекрасной Одессы. К счастью, воздушная тревога закончилась. Будем надеяться, что хотя бы во время прогулки больше ничего не будет угрожать нашему городу, и мы с вами сможем спокойно прогуляться по одной из самых прекрасных улиц Одессы. Это, конечно же, улица Дерибасовская. Невозможно не приехать на Дерибасовскую и не пройти через одно из самых красивых мест здесь. Это, конечно же, горсад. Посмотрите, какая красота. Здесь высадили цветы еще весной. Каждый год, в принципе, это делают. Фонтан. И все приходят сюда сделать фотографии. Некоторые нам пишут, что в Одессе нет людей. Ну, на самом деле это не так. Да, хоть сегодня и выходной, но заведение просто переполнено. Практически, да, не практически, а нету свободных столов. Иногда вы нам пишете в комментариях и спрашиваете, существует ли одно очень легендарное место еще до сих пор на Дерибасовской. И находится оно за моей спиной, и да, оно существует. Многие, наверное, догадались, что это за место. Сейчас я вам ближе его покажу. Легендарный Гамбринус. Это место, которое часто в Одессе пользуется популярностью не только у туристов, но и у жителей города. Ему уже много лет. И посмотрите, Гамбринус еще живой. Очень часто за него у нас спрашивали зрители. И будучи на Дерибасовской, мы не можем не зайти и вам его не показать. Посмотрите, вот так выглядит у него вход. Я думаю, каждому, кто посещал это место, будет интересно в него взглянуть. Ну что, заходим с вами в одно из самых легендарных мест Одессы. Это яркий и колоритный, атмосферный и вкусный и исторический уголок Одессы. На сегодняшний день Гамбринус, пожалуй, может претендовать на звание самого старинного заведения Одессы. И ни для кого не секрет, что Гамбринус известен не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Когда переступаешь порог этого заведения, то сразу кажется, что ты путешествуешь во времени и из современной Одессы переносишься в ту старую Одессу и очень-очень колоритную. Гамбринус за время его существования посещало огромнейшее количество известных писателей, поэтов, журналистов, художников и музыкантов. Гамбринус предлагает гостям уникальное меню, которое собрало в себя нотки мультикультурности и традиций одесской кулинарии, открывая которое вы можете сразу увидеть блюдо с настоящим одесским названием. Например, салат Моня Шухер или пляжная фифа. А возможно, вас заинтересуют фельдеперцевые рачки или рыбка фри цаца? Ну, выбор уже остается за вами. А еще предлагают попробовать фирменное пиво, сваренное по специальному рецепту. Сегодня я поняла, почему вы, наши зрители, очень часто спрашиваете за это место, живет ли оно еще до сих пор. Да, оно живет, и я вот сюда сегодня попала и почувствовала вот здесь реальный одесский колорит. Очень классно. Если будете в Одессе, можете посетить, я думаю, вам точно понравится.
Гамбринус считается сейчас самым старым заведением в городе, потому что датой основания ресторации, по подтвержденным данным, считается 1886 год, хотя впервые название Гамбринус фигурирует в местной периодике еще с 1866 года. Ныне Гамбринус помещается в подвале старинного здания гостиницы «Франция», там, где во второй половине 1920-х годов располагался бар «Пивной колодец». Ну что, вот так сегодня живет Гамбринус. Это одно из моих самых любимых зданий в Одессе. Считаю, что оно просто невероятно красивое. Сейчас вам покажу, сколько примерно людей собирается на экскурсию. Машинок много. И если мы с вами гуляли буквально месяц назад, они были пустыми, то сейчас они быстро очень заполняются, все-таки тепло. И каждому хочется проехать, посмотреть на Одессу на такой замечательной электромашинке с ветерком. Посмотрите, сколько людей. Видите, быстренько очень они наполняются. Так, а вот, собственно, эти экскурсии. Цвета экскурсионных машин на Дерибасовской не просто так, разного цвета. Все они отвечают за определенный маршрут. На красном вы проедете на одну экскурсию, а на синем уже совершенно на другую. Вот так летним вечером 2025 года еще с вами мы не ездили на Дерибасовскую. И я почему-то думала, что сегодня будет людей здесь поменьше, но на самом деле чувствуется, что скоро начинается разгар сезона в Одессе, потому что на Дерибасовскую вечерами, летом всегда приезжает много туристов. Почему я знаю, что здесь много туристов? Потому что все туристы фотографируются с достопримечательными местными, ну и, конечно, приобретают экскурсии. Сейчас вам все покажу. Людей прибавилось, ну и, соответственно, те, кто хочет сфотографироваться с Леонидом Утесовым тоже. Посмотрите, какая очередь здесь выстроилась. Все-таки люди не боятся рисковать и едут отдыхать в Одессу. А вот, пожалуйста, был пустой автобус, прошло буквально пару минут, и он снова наполнен. Люди едут кататься по Одессе. Такого я еще не видела. Класс. Чего только не увидишь в Одессе. Дети бывают разные. Знаменитый стул. Кстати, это самая маленькая площадь в мире, по-моему, или в Европе. Она всего 5 квадратных метров. Это площадь Остапа Бендера. И здесь любят фотографироваться всегда и дети, и взрослые. Сразу... Ну, а в выходные сегодня много людей в центре города. И заведения практически все, я вот так вот прохожу, действительно переполнены. Сейчас проходим Реберню. Несколько лет у нас уже есть это заведение. Здесь и в Аркадии. И многие любят это место. Часто при просмотре видео из Одессы или нас, или каких-то других блогеров, у людей складывается впечатление, что у нас все хорошо, и у нас все только развлекаются и веселятся. Ну, на самом деле все не так. Просто люди устали, и люди хотят жить эту жизнь хотя бы в промежутке между обстрелами и тревогами. Потому что все уже устали только бояться. Все-таки жизнь проходит, война уже 4-й год, и люди хоть иногда хотят немного расслабиться. И вы знаете, это, наверное, даже правильно. Все-таки я очень счастлива, когда вижу, что мой город живет, что люди улыбаются, что играет музыка. И летом Одесса
Именно это украшает Одессу. Поэтому вот такие дела. Вроде бы как и тревога была, но она закончилась, а жизнь продолжается. И вы знаете, никто не знает, какая сегодня будет ночь и чем она закончится. Но пока все счастливы. В Макдональдсе на Дерибасовской аншлаг. Очень много людей. Особенно молодежи. Сегодня персонал всех заведений устанет. Спасибо. Красиво играет скрипка. Девушки в платьях и длинных красивых сарафанах. А мы с вами идем в Пассаж. Считаю, это одно из самых красивых мест в Одессе. И если вы к нам приезжаете, то его обязательно нужно посетить. Что-то пусто. Здесь обычно стоят столики. Я давно не была в Пассаже. Не знаю, куда все делись. Сегодня у женщин везде какая-то фотосессия. Все уже подзагорели, хорошо выглядят и хотят сфотографироваться буквально с каждой достопримечательностью в Одессе. А в Пассаже много зеркал, поэтому все фотографируются еще в зеркалах. Ну, и я, конечно, тоже вам себя сегодня покажу в полный рост. Я же девушка, и я в Пассаже, значит, я просто должна это сделать. Чем темнее становится, тем больше людей выходит на вечерний променад. На выходные на Дерибасовской очень много талантливых музыкантов, поет красивые песни или просто играет замечательную музыку. И что может быть лучше такой романтической летней прогулки? Кто-то так хочет гулять, что не хочет идти домой. Нас смотрят зрители со всего мира, и очень интересно будет прочесть, были ли вы в Одессе или хотите ее посетить. А если вы здесь были, то напишите, какие места вам понравились. Нам будет очень интересно прочесть такие комментарии. Заранее спасибо. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из Одессы.